Входящий документ номер 00447. Исходящий «Жизнь». Если верить отчетным ведомостям НКВД, в период с августа 1937 по ноябрь 1938 года было арестовано 1 миллион 700 тысяч человек, из них расстреляно 681 692, еще 380 тысяч отправлено в лагеря. Цифры аккуратно сведены в таблицы, заверены подписью наркома Ежова и сданы в архив. Никаких эмоций, только сухой канцелярит. А если верить советской печати того же времени, дядя Ежов – любимец детей, чей портрет украшает страницы Мурзилки, а 6-летний Шура Потиенко пишет ему: «Я вас люблю за то, что вы защищаете границу и нашего Сталина». Так кто же он? Палач? Герой? Или просто клерк, который слишком буквально понял инструкцию укрепить социалистическую законность? 4 февраля 1940 года его не стало. В советской печати не появилось ни одной заметки, как будто человека по имени Николай Ежов никогда не существовало. Но это не так. И сегодня мы расскажем, как палач, сам того не осознавая, стал очередной строчкой в отчете, и как бюрократическая машина, которая так любит бумажки, перемолола его собственное дело в 11 томах. 30 июля 1937 года. Лето, жара. В кабинете наркома внутренних дел прохладно. Поговаривают, кондиционер, выписанный по спецзаказу. Ежов подписывает оперативный приказ номер 00447 с длинным казенным названием об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Но суть проста. Утверждаются лимиты. Для каждого региона своя норма выработки. Сколько расстрелять, сколько отправить в лагеря. Ничего личного, только производственный план. С августа 1937 по ноябрь 1938 эта машина работала без выходных. Арестовано 1 миллион 700 тысяч. Расстреляно 681 692. Лагеря 380 тысяч. Это не люди, это статистические данные для ежемесячного отчета. Ежов их не знал, он вообще никого не знал. Он знал только цифры, сводки и протоколы. Он работал как часы. С января 1937 по август 1938 ежедневно отправлял Сталину около 20 документов – сводки, списки, протоколы. По некоторым данным, за 1,5 года он побывал в кремлевском кабинете около 290 раз. По свидетельствам современников, иногда без доклада. Однажды, 29 декабря 1937 вместе с прокурором Вышинским утвердил расстрел 992 человек за один день. Наверное, рука не уставала, он же был писарем в Первую мировую, привык к бумагам. И вот этот маленький тщедушный человек с большой головой, в мятом дешевом костюме и синей сатиновой косоворотке, которого называли воробушком, стал главным менеджером по ликвидации. Он ввел план, квоты, отчетность, сделал убийство производственным процессом. Искусство ради искусства? Нет. Искусство ради отчета. Что мы знаем о его ранних годах? Почти ничего. Сам он написал красивую автобиографию. Родился в 1895 году в Петербурге. В семье рабочих, начал работать с 11 лет. На деле отец то ли дворник, то ли полицейский в царстве польском, мать – литовская девушка, детство прошло в польско-литовских говорах. Он знал 2 языка, но на письме предпочитал сухой канцелярит. Рост – 151 сантиметр. Меньше, чем средний школьник сегодня. Это обстоятельство, как позже скажут психологи, породило комплекс Наполеона, непомерное честолюбие, скрытую агрессию, болезненное желание казаться большим. Он хотел быть выше и стал выше всех в прямом и переносном смысле, за исключением разве что Сталина. По слухам, он носил сапоги на высоком каблуке, чтобы казаться выше. В Первую мировую его не взяли в строевую, отправили писарем в тыл. В Красной армии та же история. Негоден к строевой, перебирал бумаги на базе радиоформирований. Потом ЧК, потом партийная работа, потом вдруг нарком внутренних дел. Чистая бюрократическая карьера, от бумажек к бумажкам, пока бумажки не стали смертельными. Писатель Лев Разгон, который с ним общался, вспоминал. Маленький, худенький,
всегда одетый в мятый дешевый костюм и синюю сатиновую косоворотку. Сидел за столом тихий, немногословный, слегка застенчивый, совсем не был похож на вурдалака. Вот так выглядит человек, который отправил на тот свет почти 700 тысяч. Никакой тебе демонической внешности. Тихий, застенчивый, с анемией и туберкулезом. Голова непропорционально большая, как у ребенка, которого природа обделила ростом, но одарила честолюбием. Но за этой тихой оболочкой тьма, уходящая в детство. По воспоминаниям современников, в юности Коля Ежов был кошмаром для округи. Истязал животных, издевался над младшими. Ходили слухи, что его даже лечили в психиатрической лечебнице. С учетом его последующей карьеры, это почти как характеристика из личного дела, которую он сам же потом и зашьет в папку «Особо важные». И еще один парадокс. Главный большевистский палач в 1917 году не заметил революции, тяжело заболел и уехал в деревню. В партию вступил задним числом, причем в ячейку, где были и меньшевики. Он не выбирал идеологию, он выбирал силу. Точнее, ту инстанцию, за которой стоял самый толстый отчетный период. Ключевая фигура в его судьбе – Иван Москвин, работник ЦК, тот самый, кто взял Ежова под крыло. Жена Москвина, Софья, называла его воробушком, жалела, кормила обедами. Позже Ежов отблагодарит ее, отдаст под расстрел, а в протокол запишет, что она пыталась его отравить. Благодарность в стиле НКВД. Съел обед, подпиши приговор. Москвин видел в Ежове идеального исполнителя. Тот не задавал вопросов, не спорил, не лез с идеями. Он просто делал. И делал хорошо. Так хорошо, что в 1936 году Сталин назначил его наркомом внутренних дел. Почему? Версия смешная и циничная. Сталин с ростом 173 сантиметра не любил высоких людей. Ежов с его 151 идеально подходил. Но дело не только в росте. Ежов был удобен. Он не стремился к самостоятельности. Он был продолжателем линии страха. После назначения он заявил: «Буду сажать и расстреливать всех, невзирая на чины и ранги». В переводе на бюрократический язык: «Буду выполнять план любой ценой, без учета личных связей». Он воспринимал себя не как палача, а как орудие в руках вождя. Или, если угодно, как идеальный канцелярский нож. И он начал. Большой террор – его детище, но не как создателя, а как гендиректора проекта. Он не придумал аппарат репрессий, он его возглавил. Как хороший менеджер, он ввел план, квоты, отчетность. Расстрелы стали производственным процессом. Его кабинет превратился в конвейер смерти, но с хорошей отчетностью. В разгар большого террора в СССР существовал настоящий культ Ежова. Его восхваляли как любимца народа. Самое абсурдное – его портрет и хвалебные письма печатали в детском журнале «Мурзилка». 6-летний Шура Потиенко писал: «Дядя Ежов, я вас люблю за то, что вы защищаете границу и нашего Сталина. Представьте, миллионы детей видели улыбающееся лицо человека, который только что подписал приказ о расстреле их отцов. Это был театр абсурда, в котором палач играл роль народного героя. А он, надо думать, искренне верил, что так и надо, ведь в директиве написано «любимый народом». По некоторым публикациям Ежов просил у Молотова $25 тысяч на чертежи мотора Dodge, но достоверность этой истории сомнительна. Но даже как байка она прекрасно иллюстрирует размах бюрократического абсурда. Главный чекист страны якобы курировал кражу автомобильных двигателей. Ходили слухи, что в его кабинет жара не имеет доступа, то ли кондиционер, то ли мистика. А в народе рассказывали анекдот. Сталин спрашивает Ежова, правда ли, что тот не любит евреев. Ежов бодро рапортует: «Я интернационалист, товарищ Сталин», и продолжает подписывать списки с фамилиями Наштейн и Ман. Такой вот производственный юмор. Он был человеком парадоксов, при всей своей чудовищной жестокости труслив. Он без колебаний отправлял на смерть тысячи, но боялся тронуть тех, кто был на виду у Сталина. Хрущев в мемуарах писал, что Ежов прекрасно сознавал свою роль дубинки и, чтобы заглушить совесть, заливал ее водкой. Современники описывали его как вежливого, галантного с женщинами, любителя стихов Есенина. Помимо малокровия и туберкулеза,
Он страдал от мышечной слабости, анемии, псориаза и неврастении. Тело было слабым, но дух, точнее его отсутствие, позволяло подписывать любые бумаги. Первая жена, Антонина Титова, поженились в 1921-м, прожили 9 лет, до 1930-го, когда Ежов в Сочи встретил другую. Развелся немедленно, без сожалений, без оглядки. Как списал брак, как неликвидный актив. Вторая – Евгения Хаютина, урожденная Фейгенберг, заместитель главного редактора журнала «СССР на стройке», хозяйка литературного салона «Бабель», «Кольцов», «Маршак», «Кассиль». Она изменяла ему. И это было нарушением не только супружеской верности, но и, возможно, трудовой дисциплины, ведь она была женой наркома. Летом 1938 года Хаютина закрутила роман с Михаилом Шолоховым, любимцем Сталина. Их встречи в гостинице «Националь» фиксировала прослушка. Ежов выхватил у жены стенограмму, ударил ее этой бумагой в лицо, начал избивать кулаками. Но не мог тронуть Шолохова, тот был неприкасаемым. Бессилие палача. Он бьет женщину, но не может тронуть соперника, потому что тот под защитой Кремля. И это, пожалуй, самый бюрократический момент в его личной жизни. По разным данным, 21 ноября 1938 года, дата варьируется, Хаютина умерла в психиатрическом санатории. Диагноз – отравление снотворным. Ей было 34 года. Похоронили на Донском кладбище под фамилией первого мужа. Ежов на похороны не пришел. Через 2 дня, 24 ноября, Политбюро освободило его от должности наркома внутренних дел. Совпадение? Возможно. А может, аппарат просто дождался, пока он освободится от личных дел, чтобы заняться его собственным? У Ежова не было собственных детей, но в 1932 году они с Евгенией взяли из детдома 5-месячную девочку, Наталью. Выбор пал на слабого и болезненного ребенка. Странно для высокопоставленной семьи. Существует мрачная версия. Наталья была внебрачной дочерью самого Ежова, или ее настоящие родители были арестованы по его же приказу. Так или иначе, она стала частью дома палача, как еще один файл в личном деле. И вот здесь, в этом бюрократическом аду, появляется человеческий документ. После смерти матери и ареста отца Наталью отправили в спецдетдом. Травля была настолько сильной, что в ремесленном училище она пыталась покончить с собой. Ее успели вынуть из петли. Но она не отреклась от приемного отца. Годы перестройки она безуспешно добивалась его реабилитации. Ее ответ тем, кто осуждал: «Я люблю своего отца, другого в моей жизни не было». Она писала письма в прокуратуру, в Верховный суд, все без ответа. В 1988 году военная коллегия отказала Ежову в реабилитации. Окончательно. Приемная дочь осталась единственной, кто помнил его не как монстра, а как отца. Это не оправдывает Ежова, но это доказывает, что даже в самой сухой канцелярской машине может завестись человеческое чувство, и оно оказалось сильнее всех резолюций. 9 декабря 1938 года «Правда» и «Известия» сообщают: товарищ Ежов Н.И. освобожден согласно его просьбе от обязанностей наркома внутренних дел составлением его народным комиссаром водного транспорта. Просьба, конечно же, просьба. Никто не уходит по собственному желанию с поста, где решаются судьбы миллионов. Но формула соблюдена, как того требует должностная инструкция. На его место приходит Лаврентий Берия. С конца сентября 1938 по январь 1939 Берия арестовывает людей Ежова в НКВД, прокуратуре, судах. Чистка чистильщиков. Оптимизация штата. Ежов еще пытается держаться. 21 января 1939 присутствует на заседании в честь смерти Ленина. На 18-й съезд партии его не избирают делегатом. Пытается выступить – не дают. В новый состав ЦК не проходит, как будто его личное дело переложили в папку «Архив». 9 апреля 1939 его лишают и должности наркома водного транспорта. Наркомат делят на речной и морской флот. Он остается без работы, без власти, без друзей. Арест. На следующий день. 10 апреля 1939 года. В кабинете Маленкова при участии Берии. Ежов не сопротивляется, наверное, знал, что так будет. Как знал, что так было с Егодой. И как любой опытный бюрократ, он понимал,
Когда твою должность сокращают, ты идешь под сокращение сам. Генрих Ягода – его предшественник, тот, кого Ежов сменил, тот, кого он лично добивал. После ареста Ягоды Ежов передал Сталину записку из 3 слов: «Дачу Ягоды чекистам». 3 слова, и десятки тысяч людей пошли под расстрел. Ежов не чувствовал ни жалости, ни благодарности. Он был прагматиком. Ягода стал ему неудобен, и Ежов избавился от него, как от старого инструмента, списав в утиль. По показаниям следователя Дагина, данным уже после его ареста, Ежов велел избить Ягоду перед расстрелом. Впрочем, это мемуарное свидетельство. Унизить того, кто был когда-то всесильным. Ежову нужно было доказать себе, что он сильнее, что он настоящий хозяин. Но он не понимал, что играет по тем же правилам. Сегодня ты бьешь, завтра бьют тебя. Когда его арестовали, при обыске нашли несколько сплющенных револьверных пуль, завернутых в бумажки с надписями «Зиновьев», «Каменев», «Смирнов». Талисманы? Сувениры? Или напоминание о том, что он тоже был частью большой чистки? Теперь эти пули не помогут. Теперь он сам мишень. И его дело будет оформлено в 11 томов. Аккуратно, с грифом «Секретно». Отдельного слова заслуживает Лаврентий Берия, человек, который пришел на смену Ежову и стал его палачом. В советской историографии именно Берию часто называют главным чистильщиком. Но парадокс в том, что Берия, заменив Ежова, снизил масштабы большого террора. Репрессии при нем стали более целенаправленными и изощренными. Он был более эффективным менеджером. В отличие от Ежова, он не перевыполнял план, а точно его выполнял. Ордер на арест Ежова подписал лично Берия. Именно он вел с Ежовым последние переговоры перед арестом. По мемуарным источникам Берия обещал Ежову сохранить жизнь в обмен на признание. Ежов не поверил ни одному слову и оказался прав. Берия был не доброжелателем, а коллегой, который выполнял новый план. Фактически брат и племянники Ежова были расстреляны, поэтому утверждение, что Берия их не тронул, неверно. В любом случае, палач, сменивший палача, не проявил особой человечности. Эта параллель не просто совпадение, а закономерность. 3 из 4 сталинских наркомов НКВД, Ягода, Ежов, Берия, были расстреляны. Только Берия успел расстрелять Ежова, а Хрущев – Берию. Бюрократическая машина не пожирает своих создателей. Она просто переутверждает штатное расписание. Дело курировал Берия и его сподвижник Богдан Кабулов. Следствие вел Родос, сотрудник исполнительный и жестокий. Ежова содержали в Сухановской особой тюрьме, бывшей монастырской келье, 2,5 на 3 метра. Железная койка, стул, стол – все приклепано к полу. Унитаз, железная дверь с очком. Надзиратель сидел в камере круглосуточно. Ежов не мог оставаться один, даже в туалете. Допросы с применением мер физического воздействия. Проще говоря, его избивали. Тот, кто бил других, теперь сам получал, по инструкции, утвержденной им же. Через несколько дней после ареста у него случился сильный нервный припадок после запоя. Кричал, стучал в дверь, потерял сознание. Его уголовное дело номер 510 составляло 11 томов. Целая библиотека его падения, аккуратно переплетенная и сброшурованная. Он признался в подготовке государственного переворота и террористических актов против руководства. Якобы он готовил путч на 7 ноября 1938 года во время демонстрации на Красной площади. Абсурд? Возможно. Но в этом аппарате абсурд – это норма, особенно если он оформлен протоколом. В камере он сделал еще одно признание. «Считаю необходимым довести до сведения следственных органов ряд фактов, характеризующих мое морально-бытовое разложение. Речь идет о моем давнем пороке – педерастии». Он признался в гомосексуализме, пьянстве, связях с проститутками. Более того, он дал имена своих любовников-мужчин. Все они впоследствии были расстреляны. Зачем? Чтобы его и так осудили? Или чтобы, признавшись во всем, хоть как-то облегчить душу? Трудно сказать. Но факт. Человек, который вершил судьбы, в конце концов стал жалким, раздавленным, готовым на любые унижения, лишь бы подписать очередной протокол. После одного из припадков он написал записку Берии. «Лаврентий, заверяю тебя по совести в том, что преданным партии товарищу Сталину останусь до конца, твой Ежов». Ответа, разумеется, не последовало. Берия уже готовил следующий отчет.
2 февраля 1940 года дело Ежова рассмотрела военная коллегия Верховного суда СССР. Ни прокурора, ни адвоката, ни публики в зале не было, только конвойные и секретарь суда. И тут произошло неожиданное. Ежов, который на следствии признавался во всем, на суде заявил: «В тех преступлениях, которые в обвинительном заключении, я признать себя виновным не могу. От данных на предварительном следствии показаний я отказываюсь. Они мной вымышлены и не соответствуют действительности. На предварительном следствии я говорил, что я не шпион, что я не террорист, но мне не верили и применяли ко мне избиение». Он пытался оправдаться. Он говорил, что никакого заговора не организовывал, а наоборот, боролся с заговорщиками. И добавил фразу, которая звучит почти комично, если бы не была такой трагичной. «Огромная моя вина заключается в том, что я их мало почистил. Кругом меня были враги народа, мои враги, а я их не разглядел». Он так ничего и не понял. Он оставался зомбированным функционером, который считал, что это враги, а не Сталин, отдали его под суд. На суде он заявил: «Передайте товарищу Сталину, что умирать буду с его именем на устах». Суд совещался недолго. Председатель Ульрих зачитал приговор – расстрел. Еще один документ подписан, еще одно дело закрыто. Подпишитесь на канал, чтобы узнать, как закончилась эта история и многие другие, которые не попали в учебники. 3 февраля 1940 года приговор вынесен. 4 февраля приведен в исполнение. Свидетели расходятся в показаниях. Николай Афанасьев утверждал, что после оглашения приговора Ежов потерял сознание. По его словам, во время казни Ежов плакал и кричал, его буквально тащили к месту расстрела. Однако Павел Судоплатов, легендарный разведчик, рисовал иную картину. Нарком сохранял самообладание и даже запел «Интернационал» перед смертью. Кто из них прав? Возможно, оба. Возможно, в последние минуты в нем боролись страх и фанатичная вера. Или, может быть, он просто хотел умереть достойно, как учил умирать других. Но с точки зрения бюрократии это не важно. Акт о приведении приговора в исполнение подписан, тело отправлено в крематорий. Место казни точно неизвестно. Военная коллегия или коммунарка. Если верна вторая версия, его расстреляли на его же земле, которую он, возможно, приобрел по той же ведомости. Тело кремировали в Донском крематории, прах захоронили в могиле невостребованных прахов номер 1, туда же, где лежали останки его жертв. О казни официально не объявили, в советской печати не было ни строчки. Как будто наркома внутренних дел никогда не существовало. Его просто списали из штатного расписания. Через 2 недели после ареста Николая арестовали его брата Ивана, расстрелян 21 января 1940 года. Шурин Илья Фейгенберг расстрелян предположительно в январе-феврале 1940 года, точная дата неизвестна. Племянники Анатолий и Виктор Бабулины арестованы 11 апреля 1939, расстреляны 21 января 1940. Третий племянник Сергей Бабулин, по некоторым сведениям, отбыл 8 лет лагерей, но это не подтверждено. Всех расстрелянных родственников похоронили в той же могиле невостребованных прахов номер 1. Позже их реабилитировали посмертно. Ежова нет. Его личное дело так и осталось с грифом «не подлежит пересмотру». Человек ростом 151 сантиметр подписал бумагу, по которой расстреляли 681 692 человека. Потом он подписал бумагу, по которой расстреляли его самого. Его прах смешали с прахом его жертв в общей могиле. Его приемная дочь до конца жизни просила его реабилитировать. Ей отказали. В детском журнале «Мурзилка» до сих пор лежат его портреты с надписью «Дядя Ежов». История о том, как клерк стал палачом, а палач – прахом. История о том, как один документ перевешивает человеческую жизнь. Или просто история о том, что любой, кто слишком буквально выполняет инструкции, однажды сам становится строчкой в отчете. Ответа нет. Есть только папка номер 510, 11 томов и могила невостребованных прахов. И вопрос, который вы теперь зададите себе: а кто сегодня подписывает такие бумаги? Подпишитесь на канал, мы расскажем истории тех, о ком вы не знали, но кого вам стоит знать.